Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Как же они раздражают. Стоило чуть подморозить, и щетки стеклоочистителей просто стали невыносимо скрипеть. Думаю, не один я в эти февральские морозы вынужден был терпеть эту какофонию. Но вот вопрос, что можно с этим сделать? Самый очевидный выход из положения – замена щеток. Они могли банально износиться. В плюсовую температуру еще показывали хороший результат, а с приходом морозов сдались окончательно. Если вы знаете, что дворникам уже много месяцев, стоит озаботиться покупкой нового комплекта, не размениваясь на поиск других виновников. Ведь, скорее всего, к громкой работе у них уже прилагаются разводы и полосы на стекле. Но и новые стеклоочистители отнюдь не гарантия чистоты. Они могут быть не рассчитаны на эксплуатацию при минусовых температурах, и резинки задубеют. Так что лучше выбирать модели, в названии которых отражена приспособленность к зиме или хотя бы всесезонные. Говорят, лучше всего в морозы ведут себя специальные зимние дворники каркасные, с сочленениями, спрятанными в резиновый чехол и длинной мягкой резинкой. Одна беда – по длине они подойдут не на каждую современную машину. А вот с якобы зимними бескаркасными щетками можно легко промахнуться, поэтому не поленитесь перед покупкой почитать отзывы. Однако стеклоочиститель – это не только щетки. В морозы пружина поводка может не обеспечивать надежный прижим к стеклу. Можно заменить ее отдельно. И такой путь выберут не только любители все чинить самостоятельно. Дело в том, что цена нового поводка в сборе может не обрадовать. Деталь не ходовая, производителям ни оригинала, не слишком интересная. Также стоит проверить сочленение щетки с поводком. Крепление может разболтаться от времени, частично рассоединиться из-за замерзшей воды или струи на мойке. Появится люфт, при котором дворники не смогут работать эффективно. Устраните его, и все придет в норму. Ну а еще я бы советовал обработать и щетки, и другие узлы стеклоочистителя специальным составом. Например, смазкой-спреем антискрип силиконовый воск Супротек Апрахим. Спрей позволяет восстановить свободное перемещение щеток по стеклу, защитить от налипания снега, гарантирует качественное удаление воды и грязи. Да и для других резиновых и пластмассовых деталей автомобиля спрей пригодится. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Комсомольская правда», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».